Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую я в этом видео тех, кто родился под знаком зодиака Весы. Итак, уважаемые Весы, этот прогноз на август будет для вас. Мы посмотрим, какова будет общая атмосфера грядущего месяца, сфера работы, финансов, личная жизнь, совет и предостережение. У нас будет одна общая позиция для всех, выбирать ничего не нужно. Поэтому, уважаемые Весы, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. И начиная с общей атмосферы грядущего месяца, давайте посмотрим, что же готовит август для вас. Нежность, искренность. Вы знаете, здесь для многих встанет вопрос выбора. Выбора в том, чтобы восстановить мосты, восстановить утраченные связи или же наоборот оставить все как есть. Но у вас будут все возможности для того, чтобы наладить связи с тем, с кем вам нужно, с кем вам важно, с кем, возможно, ваши отношения, связи были утрачены. Причем вот восстановление этих связей, оно будет очень благополучно, плодотворно сказываться на вашем движении вперед. У кого-то благодаря вот этим вот мостам самым, да, вот этим связям, будет в дальнейшем какая-то поездка, путешествие, возможно, переезд. У кого-то просто прогресс и движение к намеченным целям. Единственный момент. Карта Лилии, она сама по себе очень такая медленная, медлительная. Положительный ее аспект в том, что она символизирует нежность и искренность. Месяц будет для вас спокойный, гармоничный, замечательный. Минус этой карты в том, что события будут протекать медленнее, чем хотелось бы, медленнее, чем обычно. И, собственно, вот этот вот выбор, он, конечно, заставит вас призадуматься, а в какую же сторону направиться. Но, повторюсь, главной возможностью этого месяца будет возможность восстановить отношения с тем, с кем вам нужно и важно. Теперь давайте посмотрим, что же у нас в сфере работы будет у Весов в августе. А в работе все замечательно. Новые предложения, возможности для того, чтобы укрепить ваше положение. Во-первых, у многих здесь будет отыгрываться семейный бизнес. Тройка кубков, император. Это, как знаете, работа со своими, с родственниками, с единомышленниками. Ваши позиции прочны, ваши дела идут хорошо, в гору. Постоянные денежные поступления. У кого-то будут заключены новые договора, новые контракты. У кого-то новые проекты, благодаря которым вы сможете заработать. У кого-то здесь вот прям император, начальник, руководитель, супруг очень покровительствует вам и вашему положению вот в сфере работы. Поэтому все хорошо. Здесь нужно сказать, даже имея такой вот стабильный успех, вы живете играючи, да, то есть работа, она вам не в напряг, она вам в удовольствие. Возможно, кстати, и различные корпоративы, различные праздники у вас в сфере работы в этом месяце. Теперь у нас финансы. О финансах. Ну, здесь опять же постоянные денежные поступления, но какие-то моменты, они, да, королева кубков и верховная жрица, это ожидание каких-то выплат, да, то есть стабильные какие-то денежные поступления, они есть, они вас радуют, они укрепляют ваше материальное положение. Плюс здесь в августе ожидаются какие-то более крупные денежные поступления, но их нужно будет подождать. Они либо уже к концу августа придут, либо уже в начале следующего месяца, в начале сентября. Но здесь действительно есть чего подождать. Здесь
действительно ожидание такое стоящее, потому что вот это вознаграждение, оно вас, безусловно, оно вас, несомненно, порадует. Просто у многих отыгрываются такие моменты, когда, ну, у кого-то там деньги где-то на счетах задерживаются, да, у кого-то там задерживаются какие-то платежи, какие-то, опять же, финансовые поступления, и вы с этим ничего не поделаете, здесь только момент ожидания. Тем не менее, вот именно само поступление хорошей такой красивой суммы на счет, оно вас порадует и укрепит ваши материальные позиции, материальное положение. Теперь давайте посмотрим личную жизнь, что в личной жизни у весов, уважаемых. Ой, как-то сложновато. Но здесь все зависит от вас. Во-первых, смотрите, у многих актуально проявление мужчин из прошлого, потому что мечевый король – это по классике бывший, да, либо же человек из прошлого, либо кто-то из бывших и так далее. Для тех, у кого бывшие не актуальны, здесь возможно новое знакомство с мужчиной воздушных знаков зодиака, либо с человеком в форме. Это тоже такое значимое будет событие в вашей жизни. Но здесь, знаете, у большинства все-таки, поскольку про восстановление мостов, да, то скорее это мечевый король, это бывший. Хотя у каждого своя ситуация, вы смотрите, у кого как. И дальнейшее развитие ваших отношений будет в ваших руках. На самом деле вам предстоит выбор, вам предстоит рулить, руководить этой ситуацией. Будет непросто, будет сложновато, потому что десятка жезлов – это прям, знаете, преодоление трудностей. А с чем у большинства трудностей-то связаны? Наверное, с опытом. Но не все здесь свободны, да, королева меча, она может символизировать либо наличие соперницы, либо женщину в холодной такой масти, да, то есть я бы и могла тебя впустить заново в свою жизнь, либо вот впервые в свою жизнь, у кого как, но я сердита на тебя, я холодна, и я руководствуюсь разумом, а не чувствами. Но очень радует рыцарь жезлов, он говорит о том, что отношения все-таки будут продолжаться, и даже может ожидаться совместная поездка. Рыцарь жезлов, всадник – это очень синонимичные карты, и в целом хочется отметить, что львиная доля весов в августе восстановят утраченные отношения, пройдя через трудности, и по такой очень успешной, светлой, замечательной, гладкой дороге двинуться вперед. Кто-то даже прям вот сразу с корабля на бал и в путешествие. А все потому, что здесь отношения такие, что как магнитами вы друг к другу притягиваетесь. Здесь возможно прийти к семье, десятка пентаклей, карта семьи, но в основном десятка пентаклей, смысл этой карты в чем? Что здесь вас вот водой не разлить, никакими обстоятельствами не разлучить, поэтому каждый раз вам будут даваться возможности на то, чтобы мосты соединить и отношения восстановить. Давайте посмотрим совет, к чему стремиться весам в августе. Весам в августе. Бороться за то, что вам важно и дорого. Бороться. Даже можно где-то схитрить, даже можно где-то сманипулировать. И, конечно, трудиться, стараться. Ну, у многих восьмерка пентаклей прям непосредственно как работа отыгрывается, да, то есть максимум внимания на работу, трудиться здесь обязательно нужно, потому что успешный труд принесет вам такие очень продуктивные результаты. Но главный смысл здесь совета в том, что важно бороться за то, что вам дорого, всеми средствами вам доступными, как на войне и в любви все средства хороши. Обязательно достигать своей цели. От чего остерегаться? Что в предостережении? Отшельничество. Избегайте одиночества. В одиночку горы не свернуть. Избегайте неопределенности. Долго на перепутье не стойте. Кубковый король. Избегайте неопределенности мужчины. Но здесь, знаете, вот этот кубковый король, он в основном говорит о чувствах мужчины, которые он к вам испытывает, да, вот тот же самый мечевый, этот же самый кубковый. Кубковый, на самом деле, он может символизировать и какого-то нового знакомого, который может отпугнуть вот этого мечевого.
Это первый момент. Второй момент. Здесь важно быть осторожными с теми чувствами, которые испытывает к вам мужчина. Потому что, честно говоря, мужчины, они такие существа ранимые. Видать, какой-то вот у кого-то прогресс, у кого-то регресс, у кого-то эволюция очень странно как-то осуществилась, да, и вот такой наш привычный сильный пол стал проявлять некую такую слабину. Где-то они излишне чувствительные, где-то ранимые, романтичные. Слава богу, в обморок пока не падают, хотя, наверное, у кого как. Поэтому с чувствами ваших уважаемых мужчин будьте, пожалуйста, осторожнее. Это действительно важно. В целом нужно отметить, что месяц август для весов будет очень таким продуктивным и благополучным. И главным моментом здесь все-таки является новый виток, чистая страница вашей жизни. И для большинства это действительно восстановление утраченных отношений. Поэтому действительно максимум внимания на мужчину, который рядом, максимум внимания на восстановление отношений, либо продвижение их вперед в новое какое-то русло. И не переживайте, если что-то проходит не так быстро, как хотелось бы, потому что здесь вот медлительность, она характерна для данного периода. Я благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна всем за обратную связь, и до встречи с вами в новых видео.